Здравствуйте, друзья, меня зовут Валерий Табаков, я юрист. Сегодня 24 августа 2026 года. В этом видео я хочу поговорить с вами не о конкретных статьях закона, не о конкретном уголовном деле или гражданском, а о том, как устроено человеческое общество в самом глубоком смысле. О том, почему мы с вами такие разные, и почему это одновременно и наша сила, и наша постоянная проблема. Дело не какое-то абстрактное, не какое-то аморфное. Дело касается конкретно в том числе и Украины, и в частности языковой проблемы и проблемы принудительной украинизации. Поэтому слушайте внимательно, может быть, вы с чем-то согласитесь. Начнем с простого наблюдения. Человеческое общество не единая масса. Это совокупность самых разных сообществ. Есть сообщество мужчин и сообщество женщин. Есть сообщества, которые условно называют белыми, черными, желтыми, красными. Есть сообщество мулатов и метисов, есть украинцы и русские. Есть десятки, сотни других групп по языку, религии, происхождению, культуре. И все эти сообщества существуют одновременно. Они пересекаются, спорят, конкурируют, иногда ненавидят друг друга, иногда помогают, но они есть. Это факт. И вот здесь возникает главный вопрос. Что с этим делать? Можно ли, нужно ли и как именно интегрировать все эти разные и даже противоположные друг другу сообщества в одно целое? Многие говорят, давайте просто будем как одна большая семья. Звучит красиво, но давайте сравним себя с теми, у кого интеграция получилась почти идеальной. С пчелами и муравьями. У социальных насекомых колония работает как единый организм. Там нет мужского и женского сообществ. В нашем понимании есть жесткое разделение функций. Рабочие почти всегда стерильные самки. Трутни, самцы, которые живут только ради одной задачи. Матка, единственная полноценная самка, которая продолжает род. Все подчинено интересам колонии. Индивидуальной воли практически нет. Феромоны, инстинкты, касты. И колония действует как одно целое. Красиво, эффективно, безусловно. Но это не наш путь. И никогда им не был. Почему? Потому что человек не муравей. У нас есть индивидуальное сознание. Есть личные интересы. Есть способность сомневаться, спорить, предавать,
жертвовать собой ради идеи или, наоборот, предавать идею ради себя. У нас есть культура, память, право, мораль, вещи, которых у насекомых просто нет. Поэтому любая попытка сделать из человеческого общества муравейник всегда заканчивается либо насилием, либо провалом. История 20 века это отлично показала, когда пытаются силой стереть различия по классу, по национальности, по полу, по языку, по происхождению, в итоге получают либо лагеря, либо распад, либо глухое сопротивление. Значит ли это, что интеграция невозможна? Нет. Она возможна, однако совершенно на других основаниях. Что реально работает у людей? Первое. Общее правило игры. Не общее чувство, не общая кровь, не общая идеология, а понятное, одинаковое для всех правило. Закон, который защищает жизнь, собственность и договор. Независимо от того, мужчина ты или женщина, русский или украинец, светлокожий или темнокожий, когда правила одинаковы и предсказуемы, люди начинают сотрудничать, даже тогда, когда друг друга не особо любят. Второе. Возможность добровольного сближения. Люди умеют создавать ассоциации поверх биологических и культурных границ. Бизнес, наука, спорт, искусство, религия, даже просто соседство. Там, где человеку выгодно сотрудничать, он сотрудничает. Там, где его заставляют любить чужое, он начинает ненавидеть еще сильнее. Третье. Право оставаться собой. Это очень важный момент, который часто забывают. Настоящая интеграция не требует, чтобы украинец перестал быть украинцем, а мужчина – мужчиной. Она требует только одного, чтобы при этом он не мешал другому жить по своим правилам, пока те не нарушают общий закон. Когда общество начинает требовать не просто соблюдения правил, а обязательного принятия чужой идентичности как своей, оно создает конфликт, потому что идентичность – это не одежда. Ее нельзя просто снять и надеть другую. Я как юрист постоянно сталкиваюсь с этим в практике. Споры о дискриминации, о квотах, о языке, о правильных и неправильных взглядах на пол и происхождение. Почти всегда за красивыми словами о равенстве стоит одна и та же логика. Ваши различия – это проблема, которую нужно устранить. Но различия не проблема. Проблема – отсутствие работающих механизмов мирного сосуществования. Посмотрите на самые устойчивые общества. Они не уничтожают различия. Они создают институты, которые делают сотрудничество выгоднее конфликта. Рынок, независимый суд, свобода ассоциаций, свобода
слова даже неприятной речи, право собственности. Когда эти вещи работают, люди разных сообществ начинают обмениваться, торговать, жениться, создавать общие проекты, и постепенно возникает некое общее целое. Не принудительное, а добровольное. Когда же эти институты разрушают и вместо них ставят идеологию «мы все должны стать одним», общество начинает трещать по швам, потому что человек чувствует угрозу своей идентичности и начинает защищаться, иногда агрессивно. Еще один важный момент: разделение на мужчин и женщин – это не социальный конструкт, который можно отменить постановлением. Это биологическая реальность, которая существует миллионы лет. Расовые и этнические различия тоже не выдумка. Они имеют генетическую и историческую основу. Отрицать это значит строить политику на лжи, а ложь всегда мстит. Но из факта различий не следует, что одни сообщества выше других по праву. Следует только то, что различия реальны, и с ними нужно считаться. Умно, а не истерично. Итак, подводим итог. Человеческое общество – это совокупность разных сообществ. Это данность. Пытаться сделать из него муравейник опасно и бессмысленно. Пытаться сделать вид, что различий нет, тоже опасно, потому что реальность все равно проявится. Настоящая интеграция возможна только через равные и предсказуемые правила для всех, свободу оставаться собой, экономические и социальные стимулы к сотрудничеству, а не к разделению. Все остальное либо утопия, либо путь к новым конфликтам. Я не призываю вас любить всех. Я призываю вас понимать устройство общества, в котором мы живем, потому что только понимание дает шанс на мирное и продуктивное сосуществование. Если эта тема вам близка, напишите в комментариях, как вы видите интеграцию разных сообществ. Без лозунгов, по делу. Спасибо, что дослушали. С вами был Валерий Табаков, юрист. До новых встреч!